Привет, друзья! В этом номере вас ждет рассказ об одном из самых знаменитых достояний Испании. Прогулка по городу, дружелюбный полицейский патруль, школа испанского языка, чудесные преподаватели и талантливые студенты. Моя любовь. Осенний пикник, Никогда осенью не сидела под пальмами. культура питания, танцы. О чем же мечтает каждый уважающий себя испанец? Итак, поехали! Друзья, такая небольшая ремарочка по поводу этого видео. После того, как я сделала видео о недостатках, мне хотелось как можно быстрее сделать видео о преимуществах, потому что образовался какой-то такой дисбаланс, ну и мне хотелось его уравновесить. На самом деле видео уже было сделано, но в силу технических проблем оно было каким-то образом отформатировано, что я не смогла его вообще восстановить. Не знаю вообще, что это было, то ли вирус, то ли я еще не до конца подружилась с техникой, но неважно. Я отсняла новое видео, надеюсь, оно вам понравится. Тяжело в одном видео поместить все преимущества проживания и жизни в Испании. Я 100% что-нибудь да упущу, поэтому, просматривая и прослушивая видео, учитывайте тот момент, что если что-то не уложится в этом видео, я обязательно досниму в очередных. Я думаю, что каждый со мной согласится, какой бы счастливой жизнью ни жил человек, все равно на протяжении своей жизни испытывает стрессы. И поэтому, чем старше мы становимся, тем теснее нам необходима связь с природой для восстановления растраченной по дороге жизни биологической энергии. Эту энергию нам дает связь с природой. Поэтому для меня очень важно, чтобы в стране было море, солнце, чистейшие песчаные пляжи, горы, леса. Ведь приятно же ходить по улицам и видеть красивую разнообразную растительность. Большое количество парков, садов, рощ, причем они все ухоженные. Очень много зелени. Вообще города Испании, они зеленые за счет своей растительности. Огромная прибрежная территория, длиннющая набережная, за которой один большой пляж плавно переходит в другой. У каждого пляжа, помимо голубого флага, есть свои отличительные черты. Благодаря такой тесной связи с природой, воздух здесь наичистейший. У меня даже мама, когда приехала, она сразу заметила, что здесь дышится намного легче. Попав в город Валенсия, можно найти массу различных экскурсий на любой вкус и кошелек, от 20 евро до 5000, начиная от пеших обзорных прогулок до прогулок на круизных лайнерах и полетах на воздушном шаре. С деньгами, как говорится, везде хорошо. А у нас сегодня такой себе спонтанный, незапланированный пикничок. Проходили вдоль парка, решили не проходить мимо. По дороге зашли в Меркадон, это местный супермаркет. Ну, gracias. Взяли закусочки, присели. Пикничок. Погода шикарная для осени. Сидим под пальмами. Никогда осенью не сидела под пальмами. Кстати, я тоже, между прочим. Да. А тут на пальмах Когда? попугаи живут. Когда тебе на голову финики падают. Слушайте, так здорово здесь. Птички поют, попугайчики на деревьях, солнышко светит, пальмы над головой. Пожалуйста, парочку слов для армянского телевидения. Открываю конспект. Специально для армянского телевидения студенты открывают конспект. И стоило только нам открыть конспекты, как вдруг, откуда ни возьмись, взялась полиция. Ну, полиция здесь такая славная. Слушайте, они такие улыбчивые полицейские. Ой, боже, какие они милашки. Ну, как их можно не обожать? Они настолько дружелюбные. Они не останавливают без подозрений. Там под пальмой, оказывается, лежал какой-то бомж. На него пожаловались. Полицейский патруль подъехал, посмотрел, все ли в порядке с этим бездомным, опросил его, ну и уехал в другую сторону парка. А мы продолжили наш пикник. Если вы любитель самостоятельных прогулок и кошелек аж совсем не трещит по швам, советую вам начать с города наук и искусств, визитной карточки Валенсии. Несмотря на то, что он окружен искусственными водоемами, я считаю это отличным местом для отдыха и прогулок в Валенсии, как днем, так и ночью.
Город искусств и наук Валенсия – это комплекс из 6 зданий, которые расположены в осушенном русле реки Турия. Комплекс предназначен для культурно-просветительского отдыха взрослых и детей, история которого началась с 1998 года с открытия Эмисферик IMAX. Общая площадь этого крупнейшего в Европе монументального комплекса составляет 350 тысяч квадратных метров. Вот именно поэтому его и называют городом внутри города. Это открытое пространство представляет собой досуговую зону, здесь люди проводят свой досуг. Комплекс призван воплотить в жизнь идею совмещения интересного времяпрепровождения с приобщением к миру науки и искусства. Дизайн был разработан валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой и запущен в июле 1996 года. Это уникальнейший образец развития современной архитектуры в Валенсии. Друзья, чтобы вы не успели заскучать, сегодня я расскажу только об одном из 6 составляющих города наук и искусств, а в остальных номерах буду рассказывать об остальных. Дворец искусств королевы Софии, или его еще называют музыкальный дворец. Это потрясающее здание, достигающее более 70 метров в высоту. Посвящено исполнительским видам искусства. Этот дворец состоит из 4 отдельных залов, каждый из которых оснащен по последнему слову техники и предназначен для проведения различных оперных представлений, концертов, театральных постановок. Это действительно невероятное здание работы архитектора Сантьяго Калатравы. Знаете, хорошее строение, по словам древнеримского архитектора Витрувия, должно удовлетворять 3 принципам: польза, красота и прочность. Его площадь достигает 55 тысяч квадратных метров. Оно призвано продвигать исполнительское искусство в Валенсии. Конечно же, дворец является одним из знаковых зданий города и важнейшей концертной и театральной площадкой. Даже не заходя внутрь помещения, здесь, прогуливаясь, вы можете увидеть музыкальные группы, поющие, танцоров, которые танцуют, группы барабанщиков, которые играют на ходу. Вот как сейчас, например. Частенько возле нашей школы наблюдаю вот такой паркинг. Меня вообще всегда удивляло, как они потом выезжают, если с обеих сторон такой нежданчик-поцелуйчик. Причем они так как приклеились одна к другой. Еще сверху водитель оставил номер телефона для связи. То есть заметьте, что даже в мыслях нет у людей убежать. Наоборот, оставили свой контактный номер для связи. Ну что, друзья, сейчас я вас веду показывать школу, в которую я хожу и изучаю испанский язык. Школа находится в окружении парков, среди пальм. Очень красивое, приятное место. И очень приятно туда ходить и заниматься. Переходим дорогу. Пока меня не было неделю, открыли новый корпус. Очень крутой корпус открыли. В том плане, что там все такое электронное, сенсорное. Доска электронная, сенсорная. Вот так называется моя школа. Вот это тот самый новый корпус, о котором я говорила. Такая вот скульптурка. Чистенько, все новенькое. Очень приятно. Вот там, где есть зона лаунж, так называемая лаунж-зона, где можно посидеть. И что интересно, стены в аудиториях прозрачные, стеклянные. Можно наблюдать, кто сидит на занятиях и вообще как проходит занятия. Ола.
посмотрите. Я тихо разговариваю, чтобы не мешать. Ищу свою фамилию. Вот такие вот стеклянные двери аудитории. Это вот столько наград имеет наша школа. Номер 1 в Испании по количеству полученных наград. За успеваемость учеников, за комфорт обучения, ну и, соответственно, за все результаты, которые имеют студенты. Это обычный основной корпус. Тут такая пристройка небольшая. Если из школы выйти и пойти туда вот налево, там находится музей изящных искусств. Чуть дальше, в другой стороне, пару минут еще пройти, музей естественной истории. По другой сторону находится Королевский дворец. А с другой стороны, напротив этой же школы нашей, находится статуя Пако Доминго. Там уже и сад Турия. С другой стороны, чуть пройтись, сады Монфорд. В 5 минутах находится институт биомедицины. Напротив института биомедицины находится факультет медицины и одонтологии. А под нашим боком находится школа английского языка. В 3 минутах немецкая школа. Еще пару минут пройтись католическая церковь. Дальше немножко, в 5 минутах, факультет физиотерапии. Кругом находятся бары, ресторанчики, банки, больницы, госучреждения. Транспортная развязка просто отличнейшая. Школа аккредитирована Центром института Сервантеса. Вон там парк через дорогу. Большой, кстати, очень красивый и очень ухоженный парк. Вот эта вот макушка – это здание университета. Вы знаете, да, чтобы в Испании быть аккредитированным каким-то учебным заведением, там необходимо соблюдать ряд условий. Это удовлетворенность студентов, удовлетворенность сотрудников, знание предмета, естественно же, в первую очередь, видимость в интернете, использование технологий, потому что сейчас без технологий никуда, методы обучения довольно интересные, то есть полнейшее погружение идет в среду. И сразу же с первого дня идет активное участие, то есть хочешь ты, не хочешь, если не учил язык ранее, приехал с нулевым знанием, все равно тебя заставят говорить. Ты в любом случае, ты откроешь рот, да что-нибудь из себя выдавишь. Пусть это будет неправильно, неважно. Как говорится, главное не победа, а участие. Очень прикольно то, что идет тотальное культурное погружение. То есть в школе какие-то постоянные предложения различных программ, которые, между прочим, довольно выгодно отличаются по цене. Плюс еще, конечно же, вас сопровождает гид, отвечает на все интересующие вас вопросы. Y alérgica, ¿sí? Que está hecha de un tejido especial que no produce alergias. В качестве гида, как правило, это преподаватели наши. Ellos, ¿Calle? Sí. Es naranja suiza. ¿Por qué? Довольно веселые и живые у нас одногруппники. Скучать не приходится ни на уроках, ни на переменках. Pero el árbol no es de Luisa. Yo, pescado. Quiero que utilicéis estructuras, entonces os voy a dar un poquito de tiempo, ¿vale? Chicos, estructuren. No, a ver. Vale. Vamos. Porque hablo es mío. Vale, ya lo sé. Adiós, chicos. Hola chicos, que España buena, guay, escuela. Por eso. Pelo. Flor. Hola chicos. Chicos. Нравится то, что уроки проходят разнообразно, то есть они проходят по-разному. Помимо этого, тебе периодически меняют состав групп и преподавателей. Hoy clase de R desde. Но это специально делается для того, чтобы не вызывать привыкание к одному произношению определенного учителя. Возможность понимать на слух с различных уст. Это очень полезно на самом деле. Знакомство с различными людьми также может быть интересным. Общение со студентами со всего мира. Несомненно, это расширяет кругозор, обогащает навыками общения и раскрепощает языковой барьер. Ну, у меня барьера нету, я ляпаю правильно-неправильно, а там разберемся на выходе. Удобная школа тем, что есть доступность для инвалидов, услуги на просто высочайшем уровне. Администрация школы невероятно проста в общении и очень дружелюбна. Но если честно, я ее когда впервые увидела, я подумала: господи, так я ж тебя знаю, ты же Эдриан Броуди, всемирно известный оскароносный голливудский актер, чей гениальный талант
Актера не оставит равнодушным никого. Игра в фильме «Пианист» принесла ему невероятную славу во всем мире. Между прочим, это не единственная голливудская звезда в нашей школе. У нас также есть Кристина, которая, как 2 капли воды, похожа на Джоди Фостер из знаменитого «Молчания ягнят». Я смотрю, мне вообще везет встречать таких уникальных людей. Да, именно уникальных. Нонсенс, да, казалось бы, но я считаю таких людей именно уникальными. Память у меня на лицах фотографическая, и я еще к тому же до безумия люблю смотреть гениальные фильмы и растворяться в них, представляя себя главным персонажем. Ну или как минимум сопереживаю. А у меня еще случай был до того, как я сняла квартиру тут в Испании. Я арендовала квартиру с одной девочкой-француженкой, которая до невозможного была похожа на другую звезду Голливуда. Если интересно. No. Угадаете ли вы? Ah, no. Wow, looks so similar. No, you. Wow, look, the same face. Yeah. Я не буду комментировать, а вы посмотрите и скажите мне. Ну, можете написать под видео. Ah, el pelo. Sí, ándale. Pelo. And macchiato or makeup? Espera que salga Julia en la tele. Угадайте на кого? Smile, please. Un vídeo de un vídeo. Que es una especie como de contemporáneo, así guapo. Мне очень нравится, как проходят на занятия в школе. Очень классные кресла, вот эти новые, ездят на колесиках. Очень плавно ездят, и сидеть удобно. Спинка повторяет форму спины. Это место для сумки, это для тетрадки, ручки. Это место для воды, для бутылки с водой. Ну или кофе, кому что больше нравится. Не успеваешь оглянуться, как проходит целый день. То есть я сейчас, вот в данное время, я хожу в школу и занимаюсь по 8-10 часов. Мне казалось раньше, что я бы такое не выдержала. Но в таком режиме я хожу уже вот как несколько месяцев. И вы знаете, настолько живо преподносится урок, настолько преподаватели хорошо знают свое дело, они очень тонко чувствуют каждого студента. Они видят, где пора остановиться, где пора остановить этот прессинг мозговой касательно грамматики, и начать какую-то игровую форму. А когда начинаешь играть, вообще забываешь о том, что ты где-то на уроке. Такое ощущение, что ты просто встретился с друзьями в каком-то баре поиграть. Этим и отличается обычный преподаватель от преподавателя, который работает по призванию. Súper bien. Me alegro. Вот чувствуется сразу, что каждый из учителей, он любит свое дело, он этим живет. Я люблю такое, когда вот человек живет своим делом, потому что, находясь рядом с таким человеком, сам начинаешь заражаться этой идеей, этой его работой, этим увлечением, и становится очень интересно, и сам не замечаешь, как просто впитываешься в эту среду. Это нереально круто. Если бы в наших школах с самого начала, вот в средних школах у детей проводились бы таким способом занятия, не нашлось бы ни одного ученика, который бы не любил школу и уроки. Я вам гарантирую.
中的一个，越来越老的日子，Чем мне нравится наша школа, так это тем, что не существует какого-то возрастного ценза. У нас в группах занимаются, начиная там с 18 лет и заканчивая до 70 с чем-то. То есть абсолютно нет никаких ограничений. Будь хоть тебе 100 лет, если ты хочешь учиться и хочешь изучать язык, пожалуйста, приходи, тебе будут только рады. Еще один несомненный огромный плюс нашей школы – это то, что если ты пропустил занятия, либо ты хочешь отложить, ты заранее помечаешь в своем личном кабинете, или если на какой-то долгий срок. Вот, допустим, я не ходила в целом 4 месяца. Я попросила, мне их отменили, и в данный момент я их дохаживаю. То есть абсолютно гибкий график под каждого студента. Это очень удобно, это настолько удобно, это просто невероятно удобно. Каждый, кто работает в школе, он всегда в хорошем настроении. Это настолько приятно ощущать на себе. Видно, что все стараются тебе помочь. Я для себя решила, что изучать язык я продолжу только в этой школе. Я как начала ходить в эту школу, она меня просто поглотила. И только ради того, чтобы не поменять школу, мне не хочется уезжать из этого города. Настолько мне нравится обучение конкретно в нашей школе. Школа имеет множество наград. Школа признана лучшей школой номер 1 испанского языка во всей Испании и в Латинской Америке. Сюда едут обучаться языку со всего мира. У нас есть студенты из Кореи, из Японии, из Китая, с Украины много, из России есть некоторые из Белоруссии. Немцы приезжают, французы учатся. В общем, итальянцы даже приезжают учатся. Короче, хватает здесь различных национальностей, и очень интересно проходят сами занятия. Бывает такое, что на занятия проходят в кафе, когда мы слушаем песни наших студентов. Сегодня решили провести занятия в кафе, в школе. Вся наша группа собралась. Или же просто в аудитории. Во время урока мы прослушиваем пение наших талантливых студентов. Это сильно разряжает, и ты просто не успеваешь заморачиваться. Преподаватели, они настолько легкие на подъем. Вот как-то зашел к нам преподаватель, один из преподавателей. Он хотел заснять просто аудиторию. В итоге затянулся разговор с другим нашим преподавателем, который как раз собирался вести у нас урок. И что-то слово за слово, они говорили о танцах, и мы попросили их станцевать. И что вы думаете? Они не отказались, они станцевали. Ну и, конечно же, я засняла, чтобы показать вам, насколько искренние, открытые и легкие у нас преподаватели. Ну и, соответственно, с ними точно так же легко и проходят занятия. Yeah.
Pero una donde estemos sonriendo, no así. Queríamos un día o un clase de baile. ¿La casa en lugar de flamenco? Claro. O un flamenco fusión. Flamenco con swing. Muchas gracias. Eres talento. ¿Cómo? Talento. Talento no, tengo muchos años bailando. Ayer nos fuimos a hacer... На одном из уроков я узнала, как готовить сангрию. Это традиционный испанский алкогольный, слабоалкогольный напиток. Сейчас в классе будем смотреть рецепт приготовления сангрии. Ingredientes para la sangría. ¿Qué necesitamos? A ver, decídmelo vosotros. Vino. Primero, vino. El vino es súper importante. ¿Por qué? Tiene que ser el tan mala, pero es muy barata. No hay sabor. No hay sabor. No hay sabor. ¿De acuerdo? Después, ¿qué necesitamos? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No grabes, Angela. ¡Azúcar! Es verdad, azúcar. Dumpling, muy bien. Bueno, madre mía, qué bueno. Bueno, No hacemos... Pero después... Porque si no bebes y notas el azúcar. Entonces Has dicho que tienes que poner la mitad. la mitad. Entonces, la mitad, no, de 1 litro. Si yo voy a hacer 1 litro de vino, tengo que hacer medio litro de gaseosa. Chan, 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 chan. Un abre fácil. Abre fácil o abre difícil. ¿Ves lo que pone aquí? Abre fácil. Pero no es verdad. Pero es mentira. Es mentira. Nunca un abre fácil es fácil de abrir. Ah, sí es fácil. Bien. ¡Dentro de sangría! Solo un poco. ¿Por qué? Porque si tú pones mucho, después sabe a limón. Y no tiene que saber a limón. Dentro. ¿Vale? El médico. Es caliente. Después dirá, ay, más azúcar o más limón. No. ¿Cómo? No. Bien. ¿Y una opinión de mujer? Una opinión femenina. Venga, dadme un vaso. Un vaso femenino. ¿Qué tal? Esta buena. ¿Sí? Un sartén típica. Perdón, Jane. No pasa nada. Друзья, поднимаю этот бокал за вас, за нас, за все хорошее, что было в прошлом году, а точнее пока еще в этом году, и за все самое лучшее, что нас ждет в следующем году. Sí. Maya Lubov. Gracias. Espero que seas muy famosa en tu canal de YouTube. ¿Y sabes hablar Alemania? ¿Cómo? En descanso. Sí, ich liebe dich. Mi amor. Meine Liebe. Pero ¿existe en vuestra lengua también? No, está en español. Estudié en la escuela de español en Moscú. Muy bien. Venga, Jay. Pablito clavo. ¿Qué clavo, Pablito? Clavo un clavito, que clavito, clavito. Bueno, más o menos. Andrei. Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. ¡Oh, muy bien! José, más rápido.
Cabrito, clavo, grapito, que grapito, tap, clavo, clavo, grapito. Vale, olé. A ver, a ver. Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. ¡Wow! ¿Y en bielorruso, Eugenia? No sé. ¿No? ¿No No sabes? recuerdo, ¿No recordáis? ¿Por aquí? ¿Chino? Sí. A ver, José. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Otra vez? Ah, yo puedo. Yo puedo todo. No es igual. ¿No es igual? ¿Qué significa? El cuadro es cuadro, 14 es 14. 14 no es cuadro, cuadro no es 14. Ah, wow. Sí, gracias. ¿Sí? А мне так нравится этот школьный звонок с испанской традиционной мелодией. Он еще звенит так долго, всю песню пока не вызвенит. Hola, amiga. После школы я предпочитаю в хорошую погоду ходить пешком. Ну а если учитывать, что погода тут почти всегда хорошая, то я почти всегда хожу пешком. По дороге домой захожу в супермаркет и потом отдыхаю перед просмотром телевизора и наверстыванием только что приготовленного салата. Ну не только салата, там какого-то блюда. Пытаюсь, конечно, сыроедить, но не всегда, честно говоря, удается. Бывает такое, что могу картошку запечь в духовке, пиццу куснуть. Ну, вегетарианскую, понятно. Но в целом стараюсь продуктами, которые обогащены клетчаткой. Смотрите, какой на улице растет славный ананасик. Так вот его взять и домой. После таких продуктов хочется летать. Но тут тоже важно не забывать, что нельзя переборщить, потому что пестициды и нитраты в овощах и фруктах никто не отменял. Поэтому самое главное правило – это придерживаться золотой середины. Что касательно порций. В холодное время суток я вам советую перец чили. Вот он такой маленький, продается в магазинах, в супермаркетах. Вот так его нарезаете мелко, только будьте осторожны, потому что он может прожечь слизистую. Убьет вам все вирусы и паразиты, не будете болеть зимой. И вот такая тыква хороша. Семена тыквы моете, отмываете, ложите, подсушиваете естественным путем. Ну, конечно, лук, без лука не обходится. И на десерт ананас. Ананас хорош тем, что он убивает в организме ненужные белковые соединения, то есть излишние, которые потом впоследствии образуют раковые клетки. Дорогие любители мяса.
Я тут такое небо засняла, смотри. Вообще, слушай, живописное. Нам сегодня школа раздала каждому по такому талончику. Но поскольку я хожу в 2 смены, мне дали 2 талончика. И сейчас у нас в кафе разыгрывается лотерея. Пойдем посмотрим. Vamos a empezar con la lotería, ¿vale? Todo el mundo tiene premio, ¿vale? Recordad que si tenéis un décimo vais a recibir algo seguro, ¿vale? Vale, ¿se oye? Entonces, antes de comenzar, quiero presentar a los primeros profesores que van a cantar, a los niños de San Ildefonso, y tenemos a la fantástica profesora María. ¡Un aplauso para María! Y ahora se repite otra vez la fantástica profesora María. Y a los que van a escribir los números. Así que coged los décimos y empezamos. Es el número 666. No. 492.
Лотерея в Испании – это прямо-таки национальное явление. Говорю вам без преувеличения. В Испанию в лотерею играют буквально все. А если верить статистике, то это 90% всего населения. Испания и лотерея – понятия неразделимые. Даже во времена непростой экономической ситуации в стране жители Испании не изменяют своим традициям. Они скидываются между собой, соображают на троих. Меня восхищает это в них, потому что в каждом испанце или испанке, независимо от возраста, я вижу лучезарного, азартного ребенка. Вопреки всем теориям вероятностей, испанцы искренне верят в волшебство. И практика показывает, что делают они это вовсе не напрасно, потому что каждый год во время розыгрыша лотерея де Навидад случается чудо для случайных счастливчиков. Национальная лотерея Испании – это одна из наиболее популярных азартных игр в королевстве. А в том виде, в котором она сейчас известна, это лотерея Националь, она появилась в 1811 году в городе Кадис. Ее инициатором стал директор местного экономического сообщества Сириако Гонсалес Карвахаль. Это благородный сеньор преследовал вовсе не цель наживы, а совсем наоборот. Дело в том, что из-за войны за независимость Испания испытывала большие финансовые трудности, и Дон Сириако нашел оригинальное решение, как увеличить поступление в госбюджет без мытарства простых налогоплательщиков. Провести лотерею. На самом деле это довольно-таки гениальная идея. Ее первый тираж был разыгран в 1812 году, и разоренная испанская казна была спасена. Между прочим, сегодня реализация билетов на национальную лотерею приносит государству не менее 30% от всей прибыли. А вот так выглядел лотерейный билет первого розыгрыша национальной лотереи Испании 1812 года. Первым обладателем счастливого билета стал обычный простолюдин. Он получил главную премию, тогда еще в те времена, 8000 реал. Реал – это в то время была национальная денежная валюта. А за покупку он потратил всего лишь 40. Вот народ себе прокумекал и решил играть. И играет по сей день. Первое время лотерея проводилась исключительно в Кадисе. Но по мере того, как войска Наполеона отступали, география лотереи Националь расширялась. Таким образом, в феврале 1814 года розыгрыш провели в Мадриде, где и до сих пор располагается штаб-квартира Национальной лотереи Испании. А это мы видим на картинке, у нас изображен Кандидо Гонсалес, один из самых известных испанских продавцов лотерейных билетов конца 19-го, начала 20 века. Он обладал внешностью карлика, и благодаря этому люди сравнивали его с лесным гномом, который охраняет несметные сокровища. Таким образом, он стал любимцем покупателей. Его необычная длинная борода, серьезный облик и звучный голос даже заставляли многих поверить в народные легенды. Продажи билетов шли настолько хорошо, что в 1892 и 93 годах это позволило государству выручить 20 миллионов песет. На то время это была денежная единица. Это были огромные деньги. А вот так выглядит центральная площадь Мадрида Ла Пуэрта дель Соль. Это в день рождественской лотереи 1915 года. Сегодня же организатором лотереи является объединение Лотереяс и Апуэстас де Эстадо, подчиненное Министерству экономики и финансов Испании. Стоимость каждого билета составляет 200 евро. Согласитесь, это дорого. Именно по этой причине билеты разбиваются на десятины. Называется на испанском «эль десимо» – десятой части билета. Цена одной десятины равна 20 евро. Приз по розыгрышному билету в случае покупки десятины выплачивается в количестве 10% от общего выигрыша по билету. Так как в розыгрышах участвует большое количество одинаковых билетов, то, соответственно, и шансы на выигрыш достаточно велики и составляют 1 к 3. В чем же все-таки фишка столь масштабной популярности национальной лотереи Испании? Рассказываю. Причины основные, крупные 4. Первое. Самые высокие в мире шансы на выигрыш любого приза. Второе. 1 к 100 тысячам.
высочайших шансах на выигрыш джекпота. Третье. Огромный призовой фонд до 2 миллиардов евро и выше. И четвертое. В розыгрышах лотереи «Националь» разыгрывается сразу несколько джекпотов. Например, в 2016 году лотерея «De Navidad» выплатила 165 джекпотов за один день. Представьте себе какие-то суммы. Ну и, конечно же, все это делает шанс выиграть более чем реальным при покупке билета «Лотерея Националь». Что-то звучит, это совсем как реклама. Ребята, это совсем не реклама, я просто вам рассказываю то, что я знаю. Мало того, я даже сама не играю в эту лотерею. Пока не играю. Но если честно, оно так заражает, когда смотришь, как другие играют. Волей-неволей и сам заражаешься этой идеей. До 2013 года выигрыши в национальные розыгрыши Испании налогами не облагались. А на сегодняшний день теперь же налогообложение лотереи «Националь» строго регулируется государством. Выигрыши до 2500 евро не облагаются налогом, а уже свыше этой суммы облагается в размере 20%. Он считается как подоходный налог. Что интересно, что даже во время гражданской войны в Испании, которая была с 1936 по 1939 годы, розыгрыш рождественской лотереи не прерывался, а он был лишь перенесен в Валенсию, поскольку республиканцы были вынуждены покинуть Мадрид. Таким образом, вся страна была разделена на два тиража – республиканский и национальный. А вот так выглядят республиканские и национальные виды лотерейных билетов во время гражданской войны в Испании. Сегодня же лотерея «De Navidad» – это самая крупная в мире лотерея по размеру призового фонда. Именно поэтому розыгрыши первой категории именуются не иначе, как «Эль Гордо», переводится как «толстяк», потому что суммы победителей исчисляются миллионами евро. Из-за невероятной популярности рождественской лотереи, так же, как и в случае с национальным розыгрышем, каждый билет печатается несколько раз, так называемыми сериями. Самая приобретаемая его часть – это десятина за 20 евро. Есть возможность купить и меньшую часть билета, причем как индивидуально, так и через свою компанию работодателя. Это, кстати, в Испании достаточно нормальная практика. Многие организации приобретают билеты, а затем делят и перепродают их своим сотрудникам или своим клиентам. Если вдруг билет оказывается выигрышным, то приз распределяется соответственно между всеми игроками. Каждый порядочный испанец один раз в год непременно покупает хотя бы минимальную часть рождественского лотерейного билета, даже если он не участвует в лотереях в течение остального времени. Зал для проведения розыгрыша открывают 22 декабря в 8 утра. В это же время открывается вход для зрителей. В 8:30 формируется контролирующая комиссия. Шары демонстрируют публике, после чего их механически транспортируют в емкость для подачи в барабаны. Когда последние наполнены и закрыты, по знаку президента комиссии их одновременно переворачивают и запускают. Самый волнительный процесс рождественского розыгрыша начинается в 9:15. По сложившейся за 200 лет традиции в оглашении номеров и соответствующих им призов задействованы дети из школы Сан-Ильдефонсо, одного из старейших учреждений в Мадриде для детей-сирот. В тираже используются два лотерейных барабана. В первом находится 100 тысяч маленьких деревянных шариков, каждый с уникальным пятизначным номером. Второй аппарат содержит 1807 шаров. На каждом указан приз в евро. Один ребенок из барабана вынимает шар с номером, а другой ребенок из маленького барабана одновременно достает шар с призом. И оба пропевают свой результат. Именно поют. Такова специфическая особенность этого розыгрыша. И поскольку призов достаточно много, и лотерея обычно занимает несколько часов, на смену первой четверки поющих школьников приходит новая, и процесс повторяется до тех пор, пока не будут вытянуты все призовые шары. Подобная система двух лотерейных барабанов считается традиционной для испанских лотерей, но на данный момент используется только в рождественском розыгрыше. Остальные еженедельные тиражи в течение года проводятся с использованием 5 лотерейных аппаратов, в каждом из которых вращается по 10 шаров, из которых и составляется выигрышная комбинация.
Оказывается, победителей настолько много, что психологи даже разработали специальные советы о том, как себя правильно вести, если вы выиграли в лотерею. Озвучиваю вам эти советы. Ни в коем случае не бросать работу, не тратить выигрыш на ненужные и дорогие вещи, не провоцировать зависть, продолжать вести привычный образ жизни, в избежании конфликтов и обид с родственниками, знакомыми, коллегами и друзьями заявлять, что суммой выигрыша управляете не вы, а определенная юридическая компания. Одной из основных идей рождественской лотереи, понятно, помимо пополнения бюджета, является идея разделения радости и счастья с родными и близкими в канун рождественских и новогодних праздников. Вот почему победа в лотерее – это самое главное. Я так думаю, что это самая главная испанская мечта. Теперь, наверное, и не только испанская. Я думаю, что это мечта всех, кто живет в Испании. Идеальное время для мечтаний и загадывания самых заветных желаний – это как раз предновогоднее рождественское время. И вам, дорогие мои, всем, кто меня сейчас слушает, я желаю загадать ваше самое заветное желание. И пусть оно обязательно сбудется. И от меня вам маленький такой совет. Чтобы оно сбылось наверняка, надо еще самому немножечко приложить усилий. И тогда точно сбудется. До скорой встречи, друзья!